Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске мы с вами познакомимся с одной из яхт немецкой яхтенной верфи Sirius GmbH Sirius 40DS Twin Keel. Вначале хотел бы сказать пару слов о том, почему выбор пал именно на Twin Keel. Нужно отметить, что верфь Sirius применяет индивидуальный подход при заказе лодки к клиентам и, помимо всего прочего, предлагает клиенту широкий спектр килей. 4 разновидности Hard Keels различной длины с балластом из свинца или экономичным решением балластом из серого чугуна. Swing Keels или поворотный киль, который складывается под днище. Как сообщается на официальном сайте верфи, весь вес балласта распределен в качающиеся части. В сложном состоянии выступает из корпуса на 15 см, образуя очень длинную опору, что вместе с двумя очень прочными перьями руля дает возможность вставать на грунт. Twin Keels. Как заявляет производитель, конструкция с двумя килями была оптимизирована в соответствии с последними гидродинамическими исследованиями. И сравнительные испытания показали, что по сравнению со стандартным плавниковым килем потери в характеристиках незначительны или отсутствуют вовсе. И, разумеется, двойные кили идеально подходят, если вы хотите встать на грунт. Разумеется, рассматривая такую лодку, хочется посмотреть вариант или поворотного киля, или Twin Keels. У поворотного киля масса балласта распределена по всей длине киля, и точное расположение центра тяжести нам неизвестно. Можно лишь предположить, что центр тяжести находится где-то на половине высоты киля, то есть на 1,22 метра. Но это не точно. Но это очень близко к значению для Twin Keels. И поскольку для Twin Keels все параметры известны, я все же решил остановиться именно на Twin Keels. По сложившейся традиции, когда я рассказываю о яхте той верфи, о которой еще не было выпусков, я знакомлю вас с краткой историей верфи. Итак, краткая история верфи Sirius. Верфь Sirius была основана в 1971 году в Плёне, земля Шлезвиг-Гольштейн. В 1988 году началась разработка дек-салон яхт, первоначально на основе оснастки и корпуса своей известной парусной яхты Sirius 31. Над концепцией дизайна работал Марк Оливер фон Аллен в тесном сотрудничестве с владельцем верфи Торстеном Шмидтом. С 1995 года верфь возглавляет сын основателя компании, тоже Торстен Шмидт. На верфи трудится около 60 сотрудников, выпуская ежегодно от 14 до 16 яхт. Верфь ориентируется на индивидуальный подход к каждому заказчику и стремится к высочайшему качеству. Верфь поддерживает связь с клиентом на протяжении всего периода строительства яхты, который длится 4-6 месяцев. Как сообщается на сайте верфи, Sirius стала синонимом качества в яхтенной индустрии. Каждый год верфь приглашает на работу 5 учеников. Это дает приток свежим идеям и новую мотивацию. В данный момент Sirius выпускает следующие модели: 310DS, 35DS и 40DS. И как всегда, напоминаю, что на канале Идеальный Круизер мы не ищем какую-то идеальную лодку. Мы лишь анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Sirius 40DS Twin Keel. Корпус и палуба сделаны из стеклопластика ручной укладки. Корпус построен исключительно прочно. Соединение корпуса с палубой и переборки ламинированы со всех сторон. Руль pre-balanced rudder blade с полускегом. Одной из фишек этой модели является наличие одного рулевого колеса, которое может быть зафиксировано как по диаметральной плоскости лодки, так и переложено на левый или правый борт. Разумеется, имеется CE Registration, категорию A Ocean for Worldwide Traveling. Длина корпуса максимальная по палубе 39,34 фута. Длина корпуса по КВЛ 36,65 фута.
Ширина корпуса максимальная 13,12 фута. Осадка 4,76 фута. Водоизмещение 25 573,62 фунта. Площадь парусности 875,11 квадратных футов. И на индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – это минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Sirius 40DS значение фактора энерговооруженности равно 16,20. Это говорит о сбалансированности площади парусов относительно водоизмещения, что характерно для круизных лодок. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 231,91 означает, что лодка относительно легкая для своей длины. Добавим плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Sirius 40DS значение равно 34,24. Это соответствует значению эталона. Уверенный плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Эмпирический показатель, введенный Яхтенным гоночным союзом США. Критическим считается значение 2 единицы. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,72. Это отличное значение, и оно соответствует эталону круизера. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,3 означает, что в данном случае отдано предпочтение остойчивости формы. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Sirius 40DS значение равно 3. Это значит, что корпус относительно широкий. И это плюс к условному комфорту. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае скорость корпуса равна 8,11 узла, что значительно выше, чем у идеального круизера, плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Sirius 40 Dexalon значение равно 1,6. Значение попадает в зону значений эталона и говорит о сбалансированности площади парусов и водоизмещения. Еще раз подтверждая вывод, сделанный для фактора энерговооруженности. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 1 370 759,48 фунта на фут в квадрате соответствует значению идеального круизера, плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Для Sirius 40 Dexalon Twin Kill период равен 4,74 секунды. Отличное значение, соответствует значению идеального круизера. Показатель остойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на остойчивость. Лодки со значением до единицы считаются остойчивыми, более 1,5 единиц – валкими. Значение 0,95 говорит о том, что лодка остойчивая. Значение незначительно отличается от эталона, плюс к условному комфорту.
Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Sirius 40 DS Twin Kill значение ускорения бортовой качки равно 0,08 G. Итак, подведем итог по Sirius 40 DS Twin Kill. Ну что же, друзья, именно вот так выглядит современный Blue Water Cruiser. Скажу честно, неожиданно приятный результат. Конечно, я ожидал хороших результатов, но они превзошли все мои ожидания. Как мы видим, современные верфи не разучились делать хорошие круизеры, и Sirius 40 DS отличное тому подтверждение. Sirius 40 DS Twin Kill – это отлично запроектированный Blue Water Cruiser. Элегантный и комфортный, отлично сбалансированный, относительно не тяжелый для своего размера. Большой плюс для круизера – маленькая осадка, что дает больше возможностей на мелкой воде. Можно подойти ближе к берегу для высадки или пройти мелководье между островами. И при такой осадке довольно хорошее значение ускорения бортовой качки. Да, чуть-чуть больше, чем хотелось бы, но я считаю это хороший компромисс. Почти все остальные параметры попадают в зеленую зону. А значит, что сегодня мы открыли для себя еще одну замечательную лодку. И в подтверждение этому рейтинг по набранным баллам 9,12. Супер! Еще одно маленькое открытие. Хочу поблагодарить зрителя Axel Root за предложение рассказать о Sirius 40 Deck Salon. Спасибо. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.